Главный мегаполис Китая с населением больше 30 миллионов человек. Друзья, это, конечно же, Шанхай. В этом выпуске все про самый масштабный город Китая, людей, культуру, еду и интересные места. Давайте начинать. Я прожил в Шанхае полгода, уже хорошо освоился и даже разговариваю на китайском. Ко мне в гости прилетели друзья из Калининграда, и мы вместе проведем 6 дней, показывая вам основные достопримечательности, китайскую кухню, культуру, расскажем о плюсах и с какими сложностями вы можете столкнуться в путешествии. Ребята прилетели в Шанхай по транзитной визе. Да, так можно сделать всем. И у нас 144 часа, а это целых 6 дней, чтобы исследовать самый развитый и интересный город Китая. Мы покажем, как выглядит Шанхай в праздничные дни, и я расскажу, когда сюда не стоит ехать. Сходим в большой океанариум, зоопарк, будем пробовать местную кухню, а это куриные лапы, утиную кровь, съездим в ближайшие соседние города. Я обязательно дам полезные советы для тех, кто собирается приехать в Китай. Расскажу про систему оплаты Alipay, как ездить на метро, где искать хорошие рестораны, как заказывать еду, расскажу про цены и какими приложениями необходимо пользоваться в Китае. Поэтому, друзья, обязательно смотрите видео до конца, если еще не подписались. Подписываемся, ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Мы не виделись уже больше 3 лет. Я просто не представляю эти эмоции сейчас. Вот они, ребятки. Как долетели, Матвей? В Шанхае есть 2 аэропорта – Пудонг и Хунцзяо. Для того, чтобы добраться до центра города, вы можете воспользоваться такси, метро, скоростным поездом или автобусом. Во всем городе суперудобная транспортная развязка и метро. И цены на поездку очень приемлемые. Аэропорт Пудонг находится дальше от центра города. Проезд на метро до центра выйдет всего 7 юаней и займет 1 час 10 минут. На такси же выйдет 100-150 юаней, время в пути 50 минут. Пригласил ребят в местную кафешку, немножко в шоке от того. Матвей, не знаю, как он будет есть. Здесь можно есть только палочками, нет никаких вилок. И мы пришли чисто в такое китайское место. Будем есть сейчас вот эту вот вкусную говядину. На самом деле это одно из моих любимых мест. Это закуски китайские. Вот это вкусно, Это вот тофу. это нет. Это, наверное, Вот это у нас лотос. Что представляет из себя суп? Это лапша, сделанная из домашнего теста. И здесь вот говядина. Мне вот эта лапшишка понравилась. Поели лапшу, просто Катя ела ногами. Ну просто представьте, вы едите лапшу, и она плюхается в этот бульон, бульон разлетается. Вы едите палочками, лапша скользкая. Короче, к этому надо готовиться. Первая наша локация — Дзинан Темпл. Я рекомендую всем ее к просмотру. Огромный храм, здесь множество торговых центров, все высотки, классно, красиво. Короче, идем исследовать. Район Дзинан находится в центре города и очень удобный для жизни. Здесь достаточно много иностранцев, поблизости главная улица с барами, ночными клубами и ресторанами. Несколько парков, множество торговых центров и мест, где можно вкусно поесть. Если вы любите гулять, прямо отсюда можно пойти в сторону набережной и главной достопримечательности Шанхая Бант, о которой я расскажу позже. Если вы любите bubble tea, то вот самое популярное азиатское место, которое называется на Бали, оно Миксю. Китай — это вот иероглифы. 9 юаней есть, 5. Матвей, как мороженое? Нормально? Бабу тихо. Не зашла? Как будто это не так должно быть, да? Друзья, помните мой выпуск про остров Хайнань? Я рассказывал там о серфинге, о том, что это очень круто, но в то же время очень трудно. Я за свою жизнь серфил, наверное, раз 20, и не могу сказать, что я классный серфер. Почему? Потому что я делал большие паузы, я брал инструкторов, которые меня просто толкали, не разбирал свои ошибки, не снимал видео, в общем, относился так, по-свойски.
И у меня сформировалось такое понимание, что в следующий раз я обязательно залечу на серф-кэмп в каком-нибудь новом месте, в компании классных ребят, которые также хотят научиться серфить с русскими инструкторами. И вот представьте, что именно такую концепцию организовали ребята из Surf Tour, и они устраивают поездки, серф-кэмпы по миру. Их проект — это своего рода лагерь для взрослых с проживанием в большом доме возле океана, питанием, классными экскурсиями по топовым локациям и, конечно же, серфинг с профессиональными инструкторами, разбором ошибок и видеосъемкой. Ребята уже активно запустили 3 направления. Это Марокко, Португалия, Шри-Ланка. В ближайшее время запускают еще Бали. Это то место, где я сам начинал серфить. Так что следите за их анонсами. Даты ближайших кемпов вы видите на своем экране. Кстати, я очень сам хочу съездить в Марокко и снять выпуск про эту страну и, конечно же, посерфить. Поэтому, если повезет, то в октябре залечу к ребятам на кемп и сниму выпуск. И, возможно, мы будем там вместе с вами. Переходите по ссылке в описании, смотрите программу тура и бронируйте подходящие серф-кемпы. Тем более, что у ребят сейчас действует беспроцентная рассрочка. А по моему промокоду «Где мой дом» вы получаете скидку $100 на любой серф-кэмп в этом году. Поэтому, ребятки, обучайтесь новым скиллам, наслаждайтесь жизнью, ловите волны. Ну а мы продолжаем смотреть выпуск. Мы приехали на станцию Лудзяцзой. Это центр Шанхая. Вот наш Шанхай Тауэр. Высотки. Сейчас будем вам показывать, как живет мегаполис китайский во всех его красотах. Луи Виттон, Cartier. Сейчас затаримся. Еще высоточки красивые. Это другая сторона Банда. Здесь видны высотки и, главное, Шанхай Тауэр. Это у нас телевизионная башня. Вы можете увидеть это здание на всех фотографиях Шанхая. Короче, место реально топ. Ребятам нравится, мне тоже. Ты что болтаешь? Ты давай говори что-нибудь по делу. На станции Лудзяцзой очень удобно сделана кольцевая прогулочная зона с видом на главные башни. Рядом находятся торговые центры с множеством заведений, и отсюда пешком есть выход на длинную и красивую набережную, где практически всегда очень мало людей. Идеальное место для закатов — это как раз таки обратная сторона Банды. Здесь видно, как заходит солнце, открывается панорама 360, сзади высотки. Здесь спокойно, тихо. Знаете, что хотел сказать, друзья? Шанхай 30-миллионный город, здесь очень много людей, но в то же время город просторный, очень много мест, парков, где можно гулять не в толпе людей, где можно насладиться тишиной. Вот это большие плюсы Шанхая. В общем, ребятки, закатный свет, топовые виды. Если хотите сделать классные фотографии, то вам однозначно сюда. Ну и просто выпить кофеек, насладиться видом. Впереди у нас будет Югарден. Югарден — это китайский такой колоритный небольшой городок, где красиво и днем, и вечером. В Китае практически во всех заведениях вы заказываете еду самостоятельно. Здесь есть официанты, но на всех столах есть QR-кода и все меню в электронном виде.
как это работает. Вот у нас QR-код. Дальше. После сканирования вылазит меню, где можно посмотреть топ блюд, которые в этом ресторане или кафе популярные. Ну, допустим, я не знаю, там нам понравился вот этот рамен. Есть переводчик на русский язык. Если нажать эту кнопку, он его переводит. Вот видите, перевод получился. Все, тыкаем добавить в корзину, выбираем и нажимаем оплатить. Приложение Alipay — это просто незаменимое приложение в Китае. Это метро, такси, рестораны, еда, все оплаты, сканы, все через Alipay. Туда можно привязать карту, либо можно пополнить это приложение через крипту. Но это уже отдельный вариант. На самом деле, привязывайте карту и можно оплачивать все с карты. Список приложений, которыми я пользуюсь в Китае каждый день. WeChat. Первое. Это главный мессенджер в Китае. Но помимо мессенджера здесь есть много других функций. Например, система оплат, каналы, где можно публиковать видео, как в Инстаграме, в ТикТоке. Дальше у нас моменты есть, где люди публикуют свои ежедневные какие-то события, и выглядит это вот так вот. Вот, допустим, мои моменты. Я рассказываю здесь, как проходят мои будни, в общем, показывается локация. Вот, допустим, я был в путешествии на Филиппинах, вот, кто-то тут лайкнул мой пост, написал комментарий, я это вижу, в общем, как социальная сеть это работает. Дальше. Alipay. Alipay — это то, чем вы можете пользоваться для проезда на метро, для оплаты в заведениях, заказа такси. Вот видите, DD Travel — это такси. Вы можете также через сервис Trip.com забронировать билеты внутри Alipay. Все очень удобно. Привязываете карту, в принципе, все, этого достаточно. Дальше. Xiaohongshu, Red Note. Xiaohongshu в переводе «маленькая красная книга». Это главная социальная сеть в Китае, аналог Инстаграма. Если вы хотите, допустим, как вы можете пользоваться? Вы можете вести соцсеть, набирать подписчиков. Я вел Xiaohongshu порядка 1 месяца, и за 1 месяц я набрал вот 1200 подписчиков. Какие-то посты у меня почти 100 тысяч набрали. Если вы не хотите вести соцсеть, вы можете искать здесь локации. Допустим, я пишу слово «Ханчжоу». Надо, правда, на китайском это вводить. Еще раз. Я пишу слово «Ханчжоу», нажимаю «Поиск», и мне выдает топ-посты с этого города. И, соответственно, если вы видите что-то, что вам понравилось, вы можете зайти на эту локацию, и у вас будет как добраться до этого места. Вот вы видите, со скольки оно работает, сколько будет стоить вход. В общем, удобно использовать для путешествий и в целом для какой-то информации. Они используют его больше, чем поисковик Google. То есть это основная площадка у них, опять же, для поиска. В Китае заблокированы сервисы Google, поэтому даже с VPN смысла нет пользоваться, потому что на картах не отображается большое количество локаций, маршрут не будет прокладываться. Я пользуюсь картами Apple Maps, где отлично все видно, сколько время в пути займет у вас на метро, на каких станциях сделать пересадки, сколько будет время в пути на велосипеде, пешком. Рекомендую. Проверяем скорость доставки еды в Китае, скорость заказа. 19:15 мы заказали. Я думаю, что минуты 3, максимум 5, и нам принесут все. Спустя 5 минут нам принесли стол полный еды. 4 основных блюда, закуски горячие, 4 рамена, ладно, 3 рамена. Этот с говядиной островатый. Это коллагеновые хрящи, там было написано. Перевод на русский, друзья, был вход коллагеновый хрящ свиной. Кимчи бомба просто. Обязательно берите. Мы взяли попробовать, это осьминоговые какие-то. Бедра. Октоп, Матвей, шарики всё, из не осьминога. балуйся. Это Сел, классические. кушаем, берем Взял ложку, же такие едим пельмешки. У Кати выглядит интересно. Это лапша. Выглядит сырое яйцо такое в бульоне. Такой обед вышел 170 юаней. Нихао. Если вы устали, в любом торговом центре есть такие массажные кресла. Стоят 15 юаней, 15 минут. Вот такого чила. Пока родители кайфуют, мы с Матвеем идем куда-то. Че, веди меня. Куда пойдем? Что хочешь посмотреть? На машинках поехать. Пожалуйста. Вот родители на массажах. Тут детям есть
какие-то карусели. Что-то выиграли? Что-то выиграли с тобой? Посмотри, как много они выиграли. А у нас всего ничего. Надо еще выигрывать. Здесь очень много разных аппаратов, и пока разберешься, как вообще играть в них, потому что где-то экраны, где-то нажимать кнопки, все светится, моргает. Мне тяжело взрослому, не знаю, как ребенку, может это все понятнее. Ну что, давайте выигрывать. Игрушки вообще такие страшные на самом деле. Опа. Одна уже есть. Вот, тяну. Матвей, вытягиваем. Желтую, да? Жирная сильно. Матвей, мы выиграли карандаши. Пойдем папе подарим с мамой. Короче, пришли пацаны. Матвей испачкался, надо для кадра должно быть все чисто. Пацаны подошли, говорят, любое пятно отмоет с одежды, ручкой футболку себе испачкал, пшикнул, она стерлась. Я говорю, иди ребенку пятно отмой, и он его отмыть не может. Пятно стало больше. Ну что, Матвей, рассказывай, как тебе в Китае? Нравится? Да. Что нравится тебе? Сегодня что понравилось в Китае? Понравилась игрушка. И сам вытащил игрушку. Друзья, мы играли в аппараты, и здесь настроено все, что вот потратили минимально, там, не знаю, там 15 юаней, но мы выиграли там 3 карандаша, игрушки, чупа-чупсы. Короче, все делают для детей. Вот, пожалуйста, удовольствие. В маленьком возрасте дети не понимают, да, красоту мест, и им важны эмоции. То есть какая-то маленькая игрушка, но он ее может запомнить на, не знаю, на всю жизнь. Возможно, у него останется это единственное воспоминание в будущем с Шанхая. А сейчас время, чтобы почувствовать настоящую китайскую культуру. По крайней мере, в центре города, на одной из самых доступных и красивых мест. Ребятки, это сад Югарден. Идеально для посещения вечером, днем, утром. Меньше слов, больше дела. Давайте посмотрим, что это такое и какая здесь атмосфера. Чё, как? Вот эта локация ты впечатлила. Вот тут очень красиво, прям по-китайски. Да, Правда, я думала, весь город такой будет. Эта локация не оставит равнодушным просто никого. Нереально красивая здесь подсветка в сочетании с китайской архитектурой. Друзья, просто must have to visit. Матвей, здесь красиво, скажи. Красиво тут? Красиво, пука и пука. Пука и пука? Да. Ребят, лайк. Обязательно поставьте лайк. От себя могу добавить, это место такое, знаете, с расслабляющей атмосферой, уютной. И я рекомендую приходить в это место не в праздничные и не в выходные дни. Потому что вот эта вся улица может быть наполнена через пару дней людьми. И вы уже не почувствуете такой свободы и такого пространства. Поэтому самые популярные туристические места посещайте в будни и не праздничные дни. Рядом со мной сейчас заведение, детская комната с кошками. Просто можно оставить здесь ребенка, если он любит кошечек, просто, знаете, чтобы наигрался, не надо свою кошку покупать. Много разновидностей, разные кошки. Это магазин игрушек. Очень много вообще всего разного. Аниме, покемоны. Сейчас у нас будет бизнес-ланч в японском ресторане. Бизнес-ланч за 40 юаней. На выбор можно взять курочку, такая очень нежная. Здесь подают еще рис, овощи, холодная закуска, это фрукты. И есть вариант еще с раменом. Рамен, овощи. Следующее незаменимое приложение — это Dianping. С помощью него вы можете находить рестораны
путешествуя по всему Китаю и выбирать лучшие места. И не только рестораны, но я, в частности, пользуюсь им каждый день для поиска заведений. Допустим, оно показывает, что есть сейчас возле меня. Я вижу здесь вот 150 метров, я вижу рейтинг, я вижу количество отзывов, я вижу средний чек, плюс еще здесь можно посмотреть. Вот, допустим, смотрите, средний чек 100 юаней, 7000 отзывов, рейтинг 4,7. Я здесь могу увидеть разные комбо на еду и тем самым сэкономив. Я здесь могу посмотреть список самых популярных блюд этого заведения, что люди больше всего любят, посмотреть его фотографии и просто прийти и сказать, что я хочу вот это вот. Это очень удобно. Приложение Taobao. Это то, где вы можете заказать просто абсолютно все по самым выгодным ценам и максимально с быстрой доставкой. 1-2 дня, и эта вещь будет уже у вас возле двери. Я заказываю все, буквально от салфеток до техники, часов, видеосвета, постоянно. Вот можете посмотреть много всего. Продукты даже заказываю, русские продукты, гречку, рис. Вот видите, тут 15 юаней, мне это с бесплатной доставкой все приводится. В общем, все супер удобно, незаменимая вещь в Китае. Спонсор монтажа моих роликов, которые вы сейчас смотрите, компания «Полезный маркетолог», которая приглашает вас вступить в бесплатный телеграм-чат и развиваться вместе. Итак, 5 причин для того, чтобы вступить в бесплатный телеграм-чат. Первое. Около 1000 единомышленников, которые работают удаленно. Вы можете спрашивать советы и получать ответы на все ваши вопросы. Второе. Бесплатные курсы в подарок по созданию сайтов и настройке рекламы. Третье. Каждый четверг онлайн-встречи в формате мастер-майнд, где каждый помогает друг другу расти. Четвертое. Если вы хотите создать удаленное маркетинговое агентство, Миша Ушаков поможет вам это сделать. Пятое. Ну и, конечно, в этом чате вы можете найти себе как исполнителя, так и клиента. Что сказать, ребятки, вступайте в бесплатный чат и забирайте подарки от моего хорошего товарища Миши, руководителя компании «Полезный маркетолог». Ну а мы продолжаем смотреть выпуск. Если вам вдруг приелась уже китайская культура, в центре Шанхая есть классный район, который называется Сьентиди. Так как здесь много европейских заведений, соответственно, здесь также много иностранцев. Можно с кем-то познакомиться, встретиться. In Shanghai, it's like a travel trip, or you live in there, or students? Travel trip. Travel trip. Yes. So, all of yours, you're not Chinese, you're from We're from Vietnam. Vietnam. Yes. Ну что, поделись эмоциями, кто они, откуда? Че, похоже на китаянок. Я начал с ними разговаривать на китайском, и выяснилось, что они вообще из Вьетнама. На самом деле, когда начинаешь жить в Азии, ну вот у меня примерно есть понимание, как люди выглядят в Индонезии, как люди выглядят в Корее, в Японии. Ну, я могу отличить китайцев, но сейчас почему-то я об этом не подумал, и я просто напрямую, типа, ты говоришь на английском, а она не говорит на китайском. Короче, я выяснил, они просто студентки, которые с Вьетнама учатся сейчас в Корее и приехали в Китай на 2 дня всего. Они мне сказали, что Хошимин — это почти как Шанхай. Ну, у меня на канале, друзья, есть выпуск про Хошимин. И, честно, это просто трэш. И здесь просто хаос. Грязь такая, разруха. На улице, опять же, продают еду. Неважно вообще, что тут столько мусора. Смотрите, вот продает какой-то суп. Вот здесь вот у нас пакеты с мусором. Это далеко не Шанхай. Можете посмотреть и сравнить. Вот здесь вставляю ссылку на выпуск с Хошимина с Вьетнама. И буквально в 3-5 минутах от этой улицы Сьентиди, где мы сейчас были, есть озеро. Можете посмотреть по карте. Нет людей, просторно, тихо играет музыка, запах зелени, высотки, здесь вода, все это отражается спокойненько. Я здесь гулял с девушкой, очень классно.
На закат мы решили приехать в древний город Чжуцзяцзяо. Возможно, правильно сказал, возможно, нет. Но не меняет сути. Мы доехали сюда на автобусе, ехать около часа. На самом деле это даже быстрее, чем на метро. Мы поспали, взбодрились. Посмотрим, что здесь. Честно, городок так себе. Вот, это от Шанхая час езды. Днем здесь можно покататься на лодочках, погулять, купить разных сувениров, провести время с семьей, с друзьями. Вот, в целом неплохо, выглядит уютно. Лучше, я думаю, приезжать сюда на закате, когда все стемнеет, смотреть огоньки. Мы чуть-чуть опоздали, приехали вот только что. Хотели покататься на лодках, но, возможно, лодки уже не работают, они только днем. Посмотрим, в общем, вечерний этот город. Это, друзья, вот все в Китае танцуют, тиктоки записывают, смотрите. Ну а что, физкультура, нормально. В общем, здесь продается очень много сувениров различной еды, сосиски, копыта, куриные лапы, головы, лягушки. Вот все, что только можно, наверное, все, что есть в Китае, все засунули сюда. Чаи, пельмени. В общем, если вам это нравится, хотите это увидеть, пожалуйста. Можно все пробовать, они будут только рады, потому что они все это предлагают. Другая сторона, здесь можно покататься на лодочках. Мы приехали сюда в будний день, вечером, людей не очень много, и приятная атмосфера, именно, знаете, такая спокойная, можно насладиться тишиной, если прохладно, там, свежим воздухом, нет никакого шума, машин, погулять приятно. Смотрите, на туалете написано, сколько он занят. Занят минуту 15 секунд. Видимо, если кому-то будет плохо, наверное, надо спасать, если там будет 30 минут. В Китае очень часто в торговых центрах стоят новые модели машин, которые можно потестировать. Вот, например, я первый раз увидел, стоит робот. Робот, который двигается, ему можно говорить разные команды, он их выполняет. Интересно, первый раз такое здесь вижу. Как выглядит электромобиль Hyundai в разрезе? Смотрите, просто сделали стенд, распилили машину. И можно посмотреть, как это все выглядит. Смотрите, какая огромная батарея в машине. Ребятки, мы пришли поужинать в китайский хот-pot настоящий. Просто стол завален едой, самое разное. От лап до утиной крови, морепродуктов. В общем, будем сейчас все это пробовать. Я сам первый раз, заказали все подряд разное. В общем, здесь такая схема. Вы приходите, платите за вход 99 юаней, выбираете хот-pot, который вы будете пробовать, и дальше вот можете в неограниченном количестве вот это все заказывать. Я попросил официанта помочь нам заказать, потому что все на китайском, очень большой ассортимент. Плюс еще у них есть здесь столы, так сказать, шведские линии, где вы также выбираете зелень, какие-то картошки разные. Короче, показываю, как это есть, будем все пробовать. Все мы это просто закидываем, да? Закидываем в наш хот-pot, где все это сейчас варится, разновидность. Я не знаю, как так варится, типа у нас в одной кастрюле варится мясо, и здесь же вот креветка. Есть холодные закуски, типа вот тофу принесли, вот картошка. Время 9 вечера, блин, и мы сейчас как-то едимся от этого всего. Ну что, ребятки, кто готов на куриные лапки? Давай зарубимся в камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выиграл. Раз, два, три. Опа, друзья, что, походу мне пробовать. Я вам так скажу, здесь просто нечего есть. Ну вот это вот кожица, эту кожицу вот так. На вкус такой желатиновая, немножко пряности, она такая сладенькая. Ну, нет Но ощущения, вот что противно. Вот этот палец, ну типа вот представьте, это фаланга пальца, она вот из хряща. Интересно, не, на вкус приятно. Я когда был в Таиланде, я ел эти лапки, они настолько зажариваются, что там даже от этой кожи ничего не остается. Все это можно есть. Китайские деликатесы. Влад, теперь твоя очередь. Друзья, сейчас у нас смертельный номер. Мы добавляем утиную кровь в наш хот-pot. Окей, we are ready. Ждем 6 минут, а потом, я не знаю, все это превратится
в красную жижу, или кровь свернется, и мы будем это есть. Но это первый раз я ем просто кровь. Я когда говорю, вот, что есть сейчас надо будет кровь, мне ж... Мы уже просто почти все съели, уже наелись. И представьте, полный живот, и сейчас надо есть кровь. Достаем из нашего хот-пота. Не знаю, что они сделали с этой кровью. Посмотрите, она стала такой коричневой. Видимо, свернулась. Пахнет нашим бульоном. Слизь со вкусом мяса. Сегодня пасмурная погода на улице, и мы решили отправиться в океанариум. Он очень популярный, много отзывов. Билет стоит 160 юаней. Друзья, сегодня начинаются китайские праздники, очень много людей. Надеемся, что внутри будет не так много. Все кричат, суетятся, ну а мы... Акула! Кого идем смотреть? Акула и рыбок. Короче, идем смотреть акул и рыбок. Мы в таком находимся аквариуме, у нас просто над головой, слева, справа, везде плавают рыбы. Выглядит интересно, можно смотреть их снизу, сверху. Толстые, жирные, смотрите, вообще какая рыба огромнейшая, у меня тут плывет. Сейчас мы находимся в движущемся туннеле. Я стою на таком эскалаторе. Сзади меня, видите, черепахи плавают, рыбы. Очень много разновидностей. Классно. Вау. Это как заставка на компьютере где-то. Посмотрите, сколько их здесь много. Огромные разновидности: пингвины, скаты, манты, черепахи, медузы. Классно. Если у вас есть свободное время, 2 часа, пожалуйста, с детьми, даже можно просто взрослыми, приходите. Мне понравилось. Как тебе океанариум? Следующая наша остановка после океанариума — зоопарк. Давайте расскажу, что нужно для того, чтобы ездить в Шанхай на метро, и сколько это стоит. Ребят, если поедете с детьми, коляску не рекомендую брать. Ни на одной станции метро нету спуска для колясок. Даже вот сейчас в океанариум ходили, даже там приходилось поднимать коляску по лестнице. Во всем городе нет практически ни одного колясочного съезда. Даже по тротуарам идешь и приходится коляску перетаскивать через бордюр. И рядом нет никаких лифтов, эскалаторов. Папа с сыном тащат коляску. Хочешь, Матвей, сидеть в коляске, значит вот потаскай коляску. Ладно, покажи, как ты покупаешь билеты. Здесь все на китайском. Вверху выбираем язык English. Выбираем ветку метро, которая нам нужна. У нас на 10-й ветке находится зоопарк. Сейчас ищем зоопарк. Вот, Шанхай Зоо. Выбираем количество людей. Открываем, получается, Alipay. Так. Нажимаем сканировать. Вводим пин-код, все, идет оплата. Все, пожалуйста. Карточки готовы. Погнали. Это вариант был, если вы хотите купить несколько билетов с одного телефона. Если же вы путешествуете один, либо у каждого есть Alipay, рассказываю, как быстрее это все делать. В приложении Alipay выбираете просто транспорт, и у вас открывается QR-код. Этот QR-код прикладываете к турникету, приложили, открылись ворота. Все. Приложение Railway 12306 служит для того, чтобы бронировать билеты на скоростные поезда и на другие поезда в Китае. Допустим, выбираем нас Шанхай, Ханчжоу, завтра скоростной поезд, нажимаем поиск, и вот у нас огромное количество поездов, которые доступны. Вы можете здесь забронировать билет по всем направлениям. Здесь бесплатная система возврата, это официальное приложение, без каких-либо комиссий. Все удобно.
Ну и, конечно же, несколько переводчиков для того, чтобы фотографировать текст и переводить на английский или русский язык, либо обратное. Либо включать просто голосовое, люди наговаривают на китайском, вы переводите на свой язык. Тоже доступно, удобно. Шанхайское метро считается самым длинным в мире по общей протяженности станции. Больше 700 километров, представьте. Но, я вам так скажу, здесь не заблудишься, оно достаточно понятное, простое. Все станции дублируются на английском языке, ездить очень комфортно. Современные станции везде оборудованы туалетами, вагоны чистые. Короче, погнали. Друзья, практически все китайцы сидят в телефонах и залипают. Нет бы кто-нибудь там читал книгу, да, газету, как там в метро в Санкт-Петербургском, Московском. Чисто все в телефонах залипают. Даже были случаи, мы с Владом заходим в туалет, и стоит мужик возле писсуара, и вот так вот стоит, смотрит ТикТок и сыт. Ну типа, вот, это живой случай. На эскалаторе, насколько знаю, нельзя с колясками, да? Второй вариант по лестнице. Ребятки, мы приехали в шанхайский зоопарк. Я первый раз, не знаю, что ждать. Полгода живу в Шанхае, еще не был. Там билет стоит всего 40 юаней. Один из крупнейших зоопарков Китая с площадью 743 тысячи квадратных метров. За все время существования зоопарка его посетили более 150 миллионов жителей планеты. Здесь представлено более 7 тысяч видов животных, среди них гигантские панды, золотые обезьяны, павлины, южнокитайские тигры, жирафы, кенгуру, даже пингвины. В общем, разнообразие очень большое, и здесь свободно можно гулять полдня. Но это не единственный зоопарк в Шанхае. Есть еще Wild Animal Park, он контактный и по отзывам других людей даже намного интереснее. Но о нем я расскажу уже в следующий раз. Раз, ребятки. Нихао. Сегодня у нас экспедиция в другой город. Мы отправились в Суджоу. Я пригласил свою китайскую подругу. В общем, мы приехали в город Суджоу, чтобы посетить парк. И вы представьте, просто огромные толпы людей. Я напомню, что сейчас праздники и нет билетов. Нет билетов в общественный парк, просто все sold out. В общем, мы едем на другую локацию, в центр. И, собственно, мы добрались на туристическую улицу города Суджоу. Это старый город. Друзья, людей просто как в метро. Мы идем, мы не можем пойти быстро, потому что люди сзади нас и спереди. Смотрите, поворачиваюсь, и здесь вот такой вот ажиотаж. Сувениры, и нельзя просто остановиться, потому что тебя будут давить. Вот так вот, друзья, путешествовать в китайские праздники. Мы ехали на машине. Мы ехали, наверное, часа 3 до города Суджоу, хотя обычная дорога заняла бы минут 40. Мы очень проголодались. Тут у меня запахи вонючего тофу, но мы идем кушать другие... О, вонючий тофу, реально вонючий. Он называется, представьте, вонючий тофу. Дай свои эмоции об этом месте. Воняет жестко. Сделали просто из наших каких-то, как в России есть, дворы, обычные там в маленьких городах, знаешь, там сделали за туристическое место, типа что-то необычное. По сути, ну что тут, облезшие здания, вот тут нету шпаклевки. И, я думаю, здесь просто завезли вот эти всякие ларьки сувенирные, и поэтому город стал популярный. Все едут, непонятно зачем. Тут по факту, кроме продажи сувениров, вообще ничего нету. Просто реально какие-то дома, даже они не старые, они просто как в Болт-районе в России. Здесь у нас копыта, лапы, какие-то чебуреки. Это у нас тут острая чистая кисточка для стен. Как у нас выглядит кухня, смотрите, тут яички. Пальчики оближешь, я бы сказал.
А идем мы все медленнее и медленнее. Вот просто встали. Просто встали, потому что кто-то захотел посмотреть сувениры. Соответственно, нам тоже. Я потерял своих друзей. Эй! Идем. Люди, на самом деле, здесь с районов, ну, с разных городов, они из Шанхая, смотрят на тебя, там, привет, привет, радуются. Очень забавно. Вот, улыбаются, смотрите. Say ni hao. Мы пришли в такое true local место. Сейчас будем пробовать сяолонбао. Это маленькие такие типа пельмешки, они их жарят с фаршем. Здесь очень хороший рейтинг, здесь 7000 отзывов. Короче, средний чек всего 17 юаней. Ребята говорят, это трэш просто, потому что антисанитария, тут без масок, ну блин, какие-то матские перчатки. Влад немножко в шоке, но хочешь пробовать? Они не моют посуду, и в эту же посуду отдают новые блюда. Посмотри, Что ты говоришь? грязные тарелки стоят, и они в них наливают бульон. Бульон и отдают сразу другую. Да не может Смотри, быть. вот. В общем, ребята не смогли здесь оставаться, попросили выбрать другое место, потому что здесь запах этого вонючего тофу, очень шумно. Короче, не подошел такой вариант моим друзьям. Мы на мосту, пытаемся пройти дальше, но мост встал. Блин, я не снял, конечно, ужин наш. На самом деле ужин был вкусный. Мы смеялись, и в конце ужина мужик так жестко рыгнул вообще. Я, друзья, просто... Я не смог вообще устоять. Я выпал на несколько минут. Я думаю, чисто, друзья, почувствовали настоящий Китай. Настал вечер, но людей, честно, меньше не стало. Мы сейчас поедем в современную часть города. Здесь очень большой мост есть, высотки. Надеюсь, будет красиво. Мы простояли в очереди за каким-то чаем. Очень много людей. Холодно. Надеемся, что чай будет интересный. Непонятно, почему такой ажиотаж. Посмотрите, все стоят. Вон там внутри еще люди. Ребятки уже прошли. Короче, сейчас у нас будет какое-то чаепитие. Здесь просто конвейер людей, которые... Посмотрите, сколько их там готовят чай, чтобы обслужить всю эту очередь. Суета, кричат все. Друзья, их здесь 25 человек стоит за барной стойкой. Вы не все, представьте, с микрофонами. У них эти микрофоны фонят. Здесь просто такой хаос происходит. Непонятно, если бы их было меньше, было бы продуктивнее или нет. Потому что посуда, все гремит. Мы вообще не можем понять, как получить заказ. Продолжение рубрики «Пандусы в Китае». Выход из торгового центра. Ребятки, мы пришли в китайский барбекю. Рассказываю, что это такое. У нас в столе встроен вот такой вот электрический мангал. У нас здесь кукурузка, мы уже все съели. Здесь баранина уже пожарилась, говядина, жарится у нас курочка, тофу. Вам приносят вот такую вот тарелку, поднос. И здесь уже шампуры со специальной шестеренкой, которую вы просто кладете, и она начинает вращаться. В общем, интересно, удобно и очень вкусно. Шашлычок очень вкусный. Нежнейшая баранина. У вас есть на выбор разновидности мариновки шашлыка, разновидности мяса. Короче, мы что-то повыбирали первый раз, подруга подсказала, как это все сделать. Пробуем. Что могу сказать, друзья? Очень понравился. Ребятки насладились. Попили вот этот вот чай в суетливом месте, когда все кричали. Ребята накупили сувениров. Им понравился барбекю, поэтому не зря приехали в этот город. А вот это нам принесли устрицы. Ребятки, мы приехали сегодня на улицу Нандинглю. Это улица, которая выходит
банду. И что могу сказать? Мы идем по пешеходному переходу и даже не успели пройти его за то время, которое выделено для его перехода. Короче, людей супер много. Я никогда не видел такого количества здесь. Посмотрите, что здесь происходит сзади меня и спереди. Все почему? Потому что в Китае сейчас национальные праздники. И здесь вот такой замес. Это Наньцзинлю. Впереди только темные волосы. Одни мы здесь, блондины, гуляем. На нас все оборачиваются. Это популярная улица, которая выходит на банк. Протяженность ее где-то 2 километра. Обычно ее можно пройти за 30 минут. Но сегодня я думаю, что это займет целый час. Чтобы контролировать этот большой поток на улице, здесь сделали 2 полосы. Стоят полицейские и просто разделяют толпу. Я сейчас попробую пройти, и меня просто... Если бы я больше не обернулся, может быть, получилось. Короче, они всех людей, которые пытаются пройти, оттягивают обратно. Вы можете пойти только до конца улицы в этом направлении. В этом, если вы хотите пройти в магазин, вас просто не пускают. Иначе здесь был бы просто хаос. На самом деле, такое сверхколичество людей в туристических локациях Китая бывает всего пару раз в год. И основная дата, когда я не рекомендую посещать эти места, это День образования Китайской Республики. Празднуется неделю с 1 октября. Основное, что китайцы делают на этот праздник, это путешествуют. Если сравнивать его с китайским Новым годом, то по традиции все люди возвращаются к себе домой и празднуют Новый год с семьей, в том месте, где живут родители. В этот же праздник хорошая погода, и все стараются больше путешествовать. В обычные дни Бант и улица Наньцзин-роуд очень приятные и комфортные для прогулок. Друзья, у нас очередной обед в китайской лапшичной. Покажу вам, как выглядит вот обычная стандартная лапша за 25 юаней. Посмотрите размер этой тарелки. Вот моя рука, кулак, это просто как 2 Матвея головы. И лапша с говядиной. У Кати холодная лапша, чуть-чуть острая. Просто вот эта порция стоит 25 юаней. Горячо? И посмотрите, как выглядит магазин M&M's на улице Наньцзин-роуд. Он просто переполнен, и здесь люди стоят в очереди на кассу. Огромная очередь, чтобы просто купить M&M's. Это какой-то трэш. Мы подходим к самому известному месту Шанхая, и это Бан, друзья. То место, где открывается шикарная панорама на весь город. Я готов вам показать это. И такой момент, сейчас бы просто найти место на этом банде, потому что здесь улица широкая, а бант не такой широкий, как эта улица. И, возможно, просто там нет места. Вы представьте, сколько людей. Охренеть, я первый раз здесь такое вижу. Первый раз в Шанхае столько много людей. Ну вот, ребятки, сердце Шанхая. Мы на банде. Это самое популярное место и самый красивый вид именно здесь. Кстати, на той стороне мы гуляли днем. Это тоже очень популярное место. Ну что, ребятки, увидимся с Матвеем, когда он вырастет, да? Да. Шанхай! Бай-бай! Бай-бай. Пока-пока! В общем, ребятки, произошла такая ситуация. Мы должны были с друзьями лететь в Японию и снять для вас там интересный выпуск. Но что случилось? Я уже купил билеты, мы забронировали жилье, продумали весь маршрут, и мне отказали в визе. Я просто не смог получить визу здесь, в Шанхае, поэтому ребята отправляются сами, я остаюсь здесь. Но это не значит, что я не слетаю в Японию в следующий раз и не сниму интересный выпуск. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось. Я смог передать атмосферу Шанхая, раскрыть вам особенности этого города и показать что-то интересное.
Пишите обратную связь в комментариях, я буду очень рад услышать, может быть, что-то добавить в выпуск, о чем рассказать в следующих. Не прощаемся, пока-пока.